Телевидение и радио, интернет и социальные сети, реклама на улицах и общение с окружающими. Отовсюду в нас загружаются все новые и новые данные. При всем разнообразии главным источником информации для большинства людей в Украине остается телевидение. Сотни каналов, тысячи журналистов пытаются донести нам свою правду. И в этом изобилии возникает вопрос, кому же доверять? По данным исследования «Детектор Медиа», только четверть телезрителей считают, что украинские телеканалы подают действительно объективную информацию о конфликте на Донбассе. И целых 75% либо сомневаются, либо вообще не доверяют этой информации. По данным исследования Кальмиусской группы, около 30% населения страны считают украинское телевидение наиболее надежным источником информации, а 16% наоборот считают, что этот источник информации наиболее предвзятый. В Донецкой области доверие к украинским СМИ составляет 16% по сравнению с 17%, которые относятся к ним с недоверием. Доверие к региональным СМИ в Донецкой области самое низкое по стране. Что же могут сделать журналисты, чтобы изменить эту ситуацию? Большая часть работы по возобновлению доверия лежит на нас самих. Первый шаг – объяснить аудитории, как и почему мы выбираем ту или иную тему для нашего материала. Понимание людьми принципов работы медиа – это фундамент того самого доверия. Второй шаг – в центр сюжетов и статей ставить обычного человека, а не политика, партию или ведомство. Независимые медиа работают для людей, но не в интересах олигархов или партийных или государственных деятелей. Третий шаг – повышать качество медиаматериалов, постоянно учиться, обмениваться опытом и всегда критически относиться к собственному продукту. В исследовании «Детектор Медиа» говорится, что украинцы крайне редко выбирают источники информации осознанно и рационально. Они скептически настроены практически ко всем средствам информации. Зачастую медиаконтент потребляется фоново, одним потоком. Люди не могут вспомнить, откуда узнали ту или иную новость. По данным опроса Киевского института социологии, 61% украинцев считает, что государство и общественные организации должны заниматься повышением уровня медиаграмотности населения. Но при этом всего 20% этих же опрошенных граждан готовы лично пройти тренинг по медиаграмотности. Крайне сложной остается проверка информации об обстрелах и боевых действиях. Из-за войны Донецкая область подвержена информационным атакам и пропаганде. Фейки и манипуляции еще больше подрывают уровень доверия к медиа в целом. Если вы не доверяете СМИ, стоит проверить информацию в официальных источниках. Это штаб Объединенных сил, отчеты ОБСЕ и другие. Также можно найти в социальных сетях свидетелей, фото или видео произошедшего. Но доверять им не особо стоит, так как есть десятки примеров подделывания фотографий и видео в социальных сетях. Со стартом предвыборной кампании информационное пространство будет перегружено политической рекламой. Популизм и пропаганда заполнят эфир. Медиа будут подавать информацию под углом, который выгоден владельцу или заказчику. Как же быть в этой ситуации? Как правильно потреблять информацию? Пользуйтесь несколькими источниками. Собирайте информацию о произошедшем из 2-3 разных каналов. Проверяйте, кому принадлежит этот канал. По закону все СМИ обязаны публиковать данные о своих владельцах на своем сайте. Проверьте информацию по соцсетям, попробуйте найти свидетелей, дополнительные видео произошедшего. Сейчас у жителей нашей страны появляются новые способы влиять на медиа, например, обратиться в комиссию по журналистской этике. Социальные сети также дают возможность высказаться и привлечь внимание к проблемам. Сделать сегодня это может каждый. Изменить ситуацию должны реформа коммунальных и государственных медиа, которые трансформируются, чтобы стать новым независимым общественным вещателем.